Представители знака зодиака Водолей. Водолеи, мои дорогие, здравствуйте. Второй расклад, пасьянс, события до конца сентября, неожиданности и сюрпризы. Давайте узнаем. И пасьянс так и называется, неожиданности и сюрпризы. И если мы рассматриваем сентябрь, первая половина месяца, она проходит в более гармоничных аспектах. Это связано с Венерой, больше какой-то лояльности, больше, нам кажется, возможностей. И, кстати, правда, мы можем с многими людьми договориться, но, увы, вторая половина сентября, она будет связана с тем, что уже 22 сентября, это даже у нас, ну, ближе туда к концу, получается, сложный аспект, транзит с Плутоном. И, как известно, Плутон, он меняет все перестраивает. И это могут как и вопросы нашего статуса, вопросы, связанные с личной жизнью или у кого-то изменения в карьере. Это то время, когда мы формируем новые цели. Прошлое нас заставляет с ним разобраться, чтобы к середине октября мы уже четко, более четко видели, каковы наши дальнейшие приоритеты. И Лилит в весах сделает акцент именно на той сфере жизни. У кого-то карьера, у кого-то личная жизнь, где вы ходите по кругу. Отсюда и повторение этого сценария. И одних и тех же каких-то проблем. И лунное затмение 18 сентября в Рыбах, мои дорогие. Управитель рыб – это планета Нептун. И она находится в ретро-движении. У нас вообще большая ретроградность, потому что сразу несколько мощных планет, таких, которые оказывают влияние на нашу жизнь, в ретро-движении находятся, как Плутон в Козерог зашел, да, или Нептун, который тоже в ретро-движении находится, Сатурн, который тоже, опять же, в Рыбах, и одновременно Уран, мои дорогие. Уран, он будет в Тельце еще до 30 января 2025 года, но на период, который мы рассматриваем в сентябре, это ретро-движение. Какая-то ситуация прежняя, особенно та, которая, может быть, связана была с противоречиями, с тайной, может быть, тайной, которую вы скрывали или от вас скрывали, вот может обнажиться. Может быть, какая-то ситуация, опять же, которая была связана с вашими внутренними страхами, или когда вы не могли к чему-то приступить, вы не знали, получится у вас что-то или осуществить или нет. Но, видимо, больше приоритетов, больше какой-то конкретики мы узнаем. И этот период может стать своеобразным, ну, как периодом прозрения, когда мы видим без прикрас и без ненужных эмоций какую-то реальность. Или как действительно какая-то реальность без оправданий. Вот есть как данность, и нам нужно что-то с этим делать. Ну, это планетарно, астрологически. И давайте мы с вами узнаем, что же думают карты и пасьянс. Кому более интересно, поподробнее, перейдите в инфобокс в описании под видео. Я оставлю ссылки на свой сайт. У меня там разные статьи и гороскопы, есть и по психологии. Оставлю также ссылки на разные плейлисты, где вы можете посмотреть себя и по знаку зодиака солнечному, и по асценденту. Но мы идем с вами вперед. И что же для вас вторая половина сентября? Неожиданности и сюрпризы. С чем это может быть связано? Я смотрю значение карт, и вы, мои дорогие водолеи, тоже смотрите. Вдруг я что-то пропустила. Тогда напишите. Мы обсудим, я вам отвечу. Ну, я смотрю, что многие, я благодарна вам, мои дорогие водолеи, что активно вы пишете, если что-то пропущено, потом это мы обсуждаем, или вы видите, по крайней мере, вот в этой ленте комментариев, что же означает то или иное изображение, тот или иной символ. Хоть сама создавала пасьянс, но, видимо, еще руку не набила или глаз. Поэтому есть такое, что не сразу вижу. Итак, что у вас совпадает? Молния. Какое-то известие. Это может быть и новость.
может быть и событие. Но, видимо, вам это придется принять во внимание, или, может быть, вам как раз как отправная точка к чему-то. Это может быть неожиданный подарок. Это могут быть какие-то комплименты. Это что-то, вот именно то, что вы не ожидаете. Я больше вижу со знаком плюс, хотя, в принципе, это могут быть два разных события. Как и новость внезапная, или обстоятельства какие-то меняются внезапные. Так и сам по себе, как подарок, радость или дар, какое-то предложение, возможность, мои дорогие. Вот это вот внезапная возможность тоже можно и так рассматривать. И тогда мы тут долго не раздумываем. Тут как-то нужно быстро будет что-то, может быть, и просчитать. И правда, что-то не упустить. Посмотрите, как здорово у вас выпадает корабль. Корабль – это перемены. Это какая-то поездка, куда вы можете отправиться. Или по этой карте, к примеру, может еще и проиграться, если мы про Меркурий. И вы занимаетесь торговлей, например, да, или вы продаете услуги. Или вы даже работаете в организации, но это как-то связано с клиентами. Вот здесь все по нарастающей будет. Но, в принципе, это исполнение именно желания. И, может быть, есть тот пункт в вашей жизни, что вы хотели что-то осуществить. И вы сомневались, получится или нет. То здесь, скорее всего, что-то получается. И, может быть, внезапно. И от вас будет требоваться какой-то альтернативный вариант ваших действий, могу предположить. Или правильно оценить обстановку, может быть, и чем-то воспользоваться. Все же рядом дар, да, или подарок. Идем дальше. И повторюсь, у кого-то это будет связано с личной жизнью, вопросами, а у кого-то это может быть связано и по работе тоже. Но если вот смотрите, куда-то словно закрытый путь, или, может быть, вы откажетесь сами от какой-то поездки, она будет как будто не нужна, хотя поездка есть, перемены есть. Я могу предположить, что вы, допустим, собирались осуществить переезд, перемещение, пусть даже недалеко, в каком-то одном фарватере или по одному маршруту. А здесь вы можете пересмотреть какой-то как раз альтернативный, как я сказала, вариант или какая-то возможность у вас вдруг появляется по той проблеме или вопросу, который вы уже, ну, где-то сами сомневались, получится, не получится. Вот такое какое-то может быть событие. И вы тоже кому-то можете закрыть путь, мои дорогие водолеи. Или вы пересмотрите, может быть, по работе, у кого-то просто со сменой работы. Вот этот закрытый путь, когда вот эти перемены, мы выбираем какое-то другое направление, вот такое тоже может проиграться. Что-то вы тут важное будете решать. Смотрю, с вами разговариваю, смотрю, что еще совпадает. И вот смотрите, для основы всего это какое-то планирование для вас будет. И правда, мысль материальна, поэтому эту мысль нужно переложить еще и в более конкретную плоскость. Создать это, как рука пишет в ежедневнике, создать себе план минимум, план максимум и быть готовым корректировать это. Но имеет наше желание, цель, намерение, волшебное качество сбываться, когда мы это перекладываем именно на бумагу. Мы словно своей рукой заверяем, что это должно быть совершено. Это как магия работает, но это, мои дорогие, работает. И раз вам выпадает это значение, значит, для вас будет это важно, кардинально важно. Посмотрите, у вас выпадает корона. Это символ могущества, влияния, да, это символ власти. Это какие-то высокие учреждения, куда вы можете отправляться, или что-то вы согласовывали, и здесь можете получить какой-то ответ. Может быть, в связи с этим, ну, ваши планы будут как раз и корректироваться, но у вас получится что-то осуществить. И, может быть, даже альтернативным каким-то путем, вариантом. Но главный результат, мои дорогие. И вот здесь по части результата что-то добро хорошее у вас намечается на вторую половину сентября. Давайте будем смотреть, что у вас еще совпало. У вас совпадает, помимо даров, веер. Это легкость на подъем.
Это флирт, мои дорогие, может быть и знакомство какое-то в дороге, и какие-либо контакты. Но в принципе это когда у нас хорошее настроение. Поэтому да, хорошее настроение будет. И у нас все предыдущие значения как раз и говорили корабль, да, исполнение желаний. Но что-то вас вдохновляет. И это само по себе здорово. Без вдохновения наша жизнь серая и унылая. Поэтому с вдохновением как раз должен быть порядок. Смотрю, что еще у вас совпало. Какие значения? Если мы сложим края нашего пасьянса, левый и правый, у вас совпадает еще и кольцо. Кольцо – это значение прочного союза. Значит, есть какой-то прочный союз. Но еще у нас и совпадает чемоданчик. И это уделить внимание собственному здоровью. И это не значит заболевание, это значит больше профилактика. Поэтому первое, если что-то беспокоит, есть недомогание, карта тогда нам советует, обратись к врачу. Или если ты пропустил какое-то рутинное обследование, тогда нужно тоже посетить врача. Может быть, это стоматолог, которого вы откладываете, или какой-то другой доктор. Но здоровье для вас – это один из основных приоритетов, мои дорогие водолеи. То, что вы не можете оставить где-то без внимания или оставить в какой-то неопределенности, а может быть завтра пройдет. Нет, мы сами себя объективно оценить никак не можем. Это очень важно, потому что домыслов может быть много, но не стоит в чем-то, может быть, терять время. И еще посмотрите, молния, закрытый путь, вроде бы как дар есть, да, и веер исполнения желаний. Но при этом, смотрите, что у вас выпадает. Шляпа. Это шляпа волшебника. Это как маг. Но все же шляпа-невидимка называется, так я назвала. И поэтому вот ваша тактика, она, эта шляпа нам говорит о том, что мы должны оставаться словно в тени. Где-то позиция серого кардинала. Мы должны внимать тому, что происходит вокруг нас, как будто все слышать. Но своего рода быть невидимым, что это значит? Согласитесь, мы привлекаем к себе внимание, когда мы кому-то либо что-то доказываем, и людей мы тоже, кстати, так запоминаем лучше, четче, когда это связано с каким-то ярким событием. Либо человек себя как-то ведет странно, или он восторгается, или он, наоборот, там, ну, какие-то эмоции его охватывают. Вот вы себе словно не можете навредить эмоциями. И, может быть, для вас пока не время в некоторых вопросах свой вердикт выносить. Может быть, в каком-то одном вопросе. Но у вас как раз возможность, и есть какой-то, может быть, есть какая-то ситуация, которую вы можете альтернативным методом обернуть, переделать, обустроить как-то не так, как вы это предполагали в начале. И в зависимости от этого будут еще меняться ваши планы. Поэтому вот эта позиция, словно за кулисами. Или назовите это, когда мы для себя оставляем место для маневра. Может быть, отступить полшага назад. Или остаться в тени в каком-то вопросе. Когда не нужно переусердствовать, вот это примите к сведениям. И только вы будете определять, закроете вы кому-то путь, да, или нет. Или чему-то. И делать, или на что-то вы согласитесь. Но делать это все нужно очень элегантно, я бы сказала. А как раз за счет лунного затмения в рыбах нас могут накрывать конкретные эмоции. Или может быть, ну, знаете, такое состояние, когда мы можем прочувствовать, что вот как я один или одна, какое-то обостренное одиночество. Даже если у вас этого нет, это эмоциональное воздействие лунного затмения в рыбах. У меня на моем сайте, кстати, есть статья о осеннем коридоре затмений. Вы можете перейти на мой сайт и увидеть. Там из главной страницы есть вход. Есть и через меню, понятно. Смотрю, что у вас еще совпало. Пока с вами говорила. Пока я не вижу ничего. Ладно. Идем дальше. Идем вперед. Ваша сила, мои дорогие водолеи, до конца сентября, вторая половина сентября. В
чем ваша сильная позиция? Ваша сила. Когда вы сумеете совместить чувства и разум или интеллект, сознание и эмоции, когда вы сумеете соединить личное и материальное, вот что-то такое, потому что по королю кубков он как раз мастер проводить правильные параллели между чувствами и каким-то материализмом. У кого-то это может означать, ваша сильная позиция, может быть, вы кому-то помогаете, может быть, и близким. И тогда какой-то вопрос вы точно решите. Может быть, у кого-то это с вашим переездом связан, переездом куда-то далеко. Или с какими-то новыми возможностями, мои дорогие, и у вас получится что-то осуществить. И я могу предположить, что приходит известие, и вам придется где-то корректировать, исходя из той ситуации, обстановки, которая складывается. Ну, тогда будьте готовы, будьте гибче где-то. И ведь вот эта шляпа, кстати, волшебника, она об этом и говорит, что нам придется быть магом и волшебником. Ну, где-то, может быть, изворачиваться. Но это нам во благо, вам во благо, ваша сильная позиция. У вас, вы знаете, вы как перевернете страницу жизни. Или вы можете тот вопрос, который вносил сумятицу в вашу душу, определить более четко. Пройти словно пороговое значение между прошлым и будущим. Да, карта нам говорит, это хаос перед началом творения. Хаос сам по себе не закончился. Но где-то это драйв, это новые вдохновения, это новые планы, новые возможности, новые люди, новые перспективы. Но вам еще предстоит что-то упорядочить. И поэтому вот все, что я говорила по картам пасьянса, это нужно принять во внимание, чтобы как и не упустить какую-то возможность, так и что-то обустроить для вас фантастическим образом. Главное, что к этому будут и ваши силы, и вы в этом сильны. Вы вообще вот в этом хаосе как раз умеете плавать, как ни странно. И может быть какая-то динамика, но следует быть осмотрительным. Событие, которое изменит вашу жизнь, мои дорогие водолеи. Но это ваша карта. Это может быть смена статуса, это может быть важное согласование в высокой инстанции, подписание важных документов, контакты с чиновниками при власти, высокими. Это могут проходить люди в погонах, это могут проходить юристы, судьи, адвокаты. Это могут быть и врачи, опять же. И значит, вы что-то узнаете более конкретно, но у вас именно получается какую-то ситуацию переложить или переломить, если мы говорим про Плутон, себе на пользу. И вот это событие, тут действительно какое-то и не случайно молния, что-то меняет. Но у вас получается что-то осуществить, даже если альтернативным путем получается что-то осуществить. Даже если альтернативным путем карта силы. И карта силы, энергетика, как у мага, а у вас еще и шляпа, мои дорогие. Поэтому да, есть закрытый путь. Значит, куда-то вы не пойдете, или от чего-то вы откажетесь, или этот примете, что нет, этот вариант не сработает, но откроется совершенно другой. Приоритеты какие-то, возможности открываются. События, которые изменят вас самих. Нечего добавить. Колесо фортуны. И вот по колесу фортуны, это добрая карта в этой колоде, это какой-то последующий успех, это отнюдь не до конца сентября, это какое-то продолжение, следует нам об этом, говорят карты, и, собственно, карты пасьянса тоже. Но нужно быть внимательному, чтобы с чем-то не просчитаться, не подвергнуть себя риску. И вот этот штурвал, вот эту рулетку нужно держать ближе к центру. Вы должны управлять событиями, у вас сильная достаточно позиция, но не идти в противоречие, может быть, с законом, с какими-то нормами, регулировками, правилами, мои дорогие. Мне нечего добавить. У каждого по-своему будет вот какое-то событие в той или иной сфере жизни, когда это не просто меняет вашу жизнь, так еще и меняет вас. Но это все служит каким-то прогрессом. Может быть, как обстоятельства, которые складываются для вас с большим плюсом. Или, как мы сказали, вот по вот этому значению, да, прочный союз. Может быть, и есть с кем-то прочный союз.
Кому-то и закрыт путь, а есть и какой-то альтернативный вариант. В очередной раз повторяюсь. Давайте на оракуле ангелов спросим, карту совет достанем. Какой они совет дадут водолеям? Карта совет. Ищи компромисс. Но это вот где-то и есть все то, о чем мы с вами говорили. То есть, да, один какая-то или путь, или возможность, она как, ну, может быть оспорена. Или вам придется что-то переделывать. Или я говорила быть гибче. И вот ищи компромисс, и ты его как будто находишь. Давайте я спрошу еще. Карта совет. Да, у вас получится действительно что-то осуществить. Может быть, это добавит вам уверенности, потому что какой-то план будет вами осуществим в несколько ином контексте. Вам придется где-то быть в других немного энергиях. Может быть, где-то и придется подстраиваться. Или, может быть, придется уходить от каких-то сложностей. Так или иначе, мои дорогие водолеи, вы меняете свою жизнь. Конечный итог – да, у вас получается именно то, что вы себе наметили, даже если пришлось по ходу действий где-то изменить свою тактику и стратегию. Перекладывайте на себя, тут открываются вот именно новые возможности, вы их сами себе открываете. Поэтому я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.